Всем привет! Я продолжаю вам рассказывать всю правду о жизни и работе в Японии, порой грустную, неприятную, правду о стране восходящего солнца. И сегодня мы с вами поговорим о том, что происходит в частности в Токио и конкретно в целом по Японии, кто виноват в том, что произошло именно так, а не иначе. И поговорим, конечно же, об том, когда откроют границы в Японию. К сожалению, на данный момент ситуация в Японии такова, что количество зараженных по стране в целом и по Токио в частности довольно-таки большое. Вчера, 22 января, по Токио было зафиксировано более 11 тысяч новых случаев заражения, что является своеобразным рекордом для Токио. И это очень много по сравнению с тем, что буквально пару недель назад, 2-3 недели назад, было всего лишь 70-100 случаев заражения в сутки. Причин этому несколько, в основном называют 3. Первый – это новый штамм омикрон, который очень легко передается, очень быстро передается и быстро распространяется, по стране, в городе в целом. И вторая – это у нас передвижение японцев, которое было замечено большое количество передвижений японцев по Токио в частности, Если кто не смотрел мои видео, одно из моих последних видео показывал вам, какое количество народа было на Асакуса. Это довольно-таки много реально, что является причиной распространения вируса. И третье, наверное, самая такая актуальная и которую правительство Японии признает, это американские военные, размещенные на базах американских по Японии. В частности, это Окинава и Осака, где и был зафиксирован большой случай вспышки заражения. Все дело в том, что американские военные, которые приезжают в Японию, дислоцируются в Японии, они не проходят карантин, который сейчас уже 10 дней, раньше было 14 дней. То есть приехали и сразу поехали на базу. Суть к тому, что из-за правительства Америки, которое посчитало, что если 2 раза вакцинирован, то можно карантин не проходить. И таким образом американские военные без симптома занесли большое количество вируса в Японию, которое, опять я вам сказал уже, было всего лишь 70-100 в сутки по Токио и даже меньше 1000 случаев заражения в целом по Японии. Таким образом, начиная с Окинавы и Осаки, с баз, вирус распространился по Японии в целом, и вот сейчас больше 11 тысяч по Токио. При этом Осака сейчас и Окинава, они с баз запретили выходить военным, и Окинава привела к тому, что сейчас у них пик прошел и идет в сутки, если было 1800, 1900, то сейчас уже 1300, и зараженных все меньше и меньше. При этом в Токио пик наблюдаться будет, если специалистам, буквально через 2-2,5 недели, то есть это уже будет в феврале, что не может не огорчать. Что касаемо границ, касаемо впуска иностранных граждан в Японию, сейчас правительство Японии официально заявило, что до конца февраля 2022 года границы открывать не будет. Это официальные данные. Было заявление, когда в потоке было всего лишь 500-600 в сутки, то есть до 11 тысяч не доходило. Это никакие не слухи, это официальное заявление правительства. Как мне написали, что блогер сказал, что студентов скоро начнут пускать, есть такие слухи, слухов нет. Есть реальные данные, есть официальное заявление правительства. Это было до того, как появилось 11 тысяч по Токио. Соответственно, сейчас можно сказать, что если пик будет достигнут в феврале, это где-то, получается, будет 10 числа, и пойдет спад, то понадобится немало времени для того, чтобы обратно вернулось до 50, может даже до 100 в сутки. И если это не будет достигнуто, то границы, конечно же, открывать никто не будет. Что будет, если Япония наконец начнет открывать границы? В каком порядке начнут пускать иностранных граждан? Первых, кого начнут пускать, как и было до введения нового ограничения, то есть в январе 2021 года, это будут практиканты, скорее всего, студенты языковых школ и те, кто получили разрешение на обучение в японских институтах. Почему именно так, а не иначе? Все дело в том, что те иностранцы, которые сейчас находятся в Японии по визе практиканта, так называемый, как он называется, Токте Джищу, они визу не заканчиваются, и данная виза, как правило, не продлевается. То есть они будут вынуждены вернуться, уже, в принципе, возвращаются на родину. Но новая, которая замена их, она приехать не может, потому что границы закрыты. Те, кто смогли поменять на Токте Гино, это новая виза, которую я вам уже немножко упоминал о ней, они поменяли, но она не распространяется на все сферы, по которым работают практиканты. То есть, в частности, как правило, это уход за больными, то есть кайго, это уборка помещений, например, отели, офис-билы и несколько строительных. Но Остальные туда не входят, поэтому поменять визу не получается. Соответственно, они возвращаются на родину, а новые не приезжают. Таким образом, Япония испытывает большую нехватку рабочей силы, и поэтому понятное дело, что в первую очередь для экономики будет важно пустить именно
те, кто будут работать на просторах Японии, а уже затем те, кто будут учиться. Понятное дело, что все это привело к тому, что и институты, и языковые школы терпят большие убытки, но и, скажем так, безопасность, да, своих граждан для Японии тоже очень важна. Что касаемо тех, кто хочет приехать в Японию как турист, то могу вас очень сильно огорчить, что, скорее всего, весной, да, когда будет цвести сакура, туристов в Японию пускать не будут. Почему? Я вам сказал уже выше, потому что пик, если придется на начало февраля, то пока он спадет, это уже будет конец февраля, скорее всего, и, соответственно, пока все устаканится, уже будет, да, март, и, вероятно всего, если начнут пускать сначала студентов, да, тех, кто учится будет в языковых школах, практикантов, да, тех, кто получит рабочие визы, там, супружеские визы, новенькие, да, то до туристов пока еще дело не дойдет. К сожалению, скорее всего, будет именно так, а не иначе. Понятное дело, что туристическая сфера, да, Япония, она практически, можно сказать, разрушена. Те, кто ориентированы именно на иностранцев, потому что прихода иностранцев нет. Япония потеряла очень большое количество денежных средств, в частности, это касаемо и Олимпийских игр, где Япония рассчитывала получить большие доходы. И получается так, что на сегодняшний момент, да, японский бюджет недополучает каждый день очень большие количество сумм денежных. И скажем так, что на сегодняшний момент правительство Японии не знает, что делать дальше. И даже если вдруг начнет пускать иностранных туристов и опять пойдет волна заражения, опять этих туристов нужно будет закрывать, платить деньги для содержания, да, для того, чтобы в последующем их отправить на родину. Таким образом, этот круговорот пока не закончится. И, как говорил, да, сам правительство Японии, нужно научиться не бороться с вирусом, а научиться уже жить с вирусом на территории не только Японии, но и всего мира, потому что он, скорее всего, уже никуда не денется. Дорогие друзья, вот такое небольшое видео о Японии, о ситуации в Японии в целом и по Токио в частности. Теперь вы знаете, почему в Токио так резко выросло количество зараженных в сутки, что делает правительство, и главное, я вам рассказал о том, почему не планирует открывать границы в страну в ближайшее время. Единственное, что могу сказать вам, положительной динамикой является то, при наличии большого количества зараженных по стране очень мало количества летальных исходов после заражения вирусом. Это является, наверное, достоянием того, что большое количество вакцинированных, более 80%, и те, кто болеет после вакцинации, у них, как правило, протекает даже бессимптомно. Если понравилось данное видео, ставьте лайки, ставьте комментарии, не забывайте подписываться на мой канал. Рекомендуйте мой канал своим друзьям, близким и знакомым, а также жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых, возможно, не так уж интересных, но в ближайшее время будет все более и более интересных видео. Я с вами прощаюсь, желаю вам удачи, до скорой встречи, с вами был Пых, пока.